Здорово! Не так давно в нашей любимой игре Genshin Impact было обновление 2.1, которое принесло нам такого спорного персонажа, как Бал. Многим игрокам из комьюнити Геншина кажется, что она не соответствует своему статусу Архонта. Игроки ссылаются на то, что она плохо сочетается с персонажами, ее возможности не соответствуют предыдущим Архонтам, таким как Джун Ли или Венти. Пользователи, которые получили Бал, требуют бафов с момента ее выхода. И хотя разработчики исправили некоторые ошибки, которые заключались в ее констах, официального заявления о ее бафе не было. Многие игроки Genshin Impact выбили Райден, так как могущественный электроархонт имеет потрясающую анимацию и визуальные эффекты. Однако у некоторых пользователей возникли проблемы с ее характеристиками и способностями поддержки. Они жаловались на ее неспособность работать с определенными персонажами, а также на более низкий, чем ожидался, потенциал поддержки. Сообщается, что некоторые игроки на серверах Китая даже угрожали судебными исками и сообщали Михуё о ложной рекламе в отношении Райдена. Это связано с плохой совместимостью между стихийными взрывами Бал и другими взрывами стихий персонажей поддержки. После того, как обновление 2.1 было запущено, вышел подробный пост об обновлении 2.1, в котором подробно описывалась несовместимость Бал с некоторыми элементальными взрывами, так и с оружием. Это связано с тем, что ульта Райден рассчитывается как дамаг, и это мешает правильному функционированию таких вещей, как элементальный взрыв Бэйдоу. Поскольку Бэйдоу считается одним из лучших членов группы Бал, это вызвало возмущение со стороны игроков, которые хотели выбить Бал. Пользователи также просят разработчиков усилить электростихию, примерно так же, как была усилена геостихия в Genshin Impact 1.3. Бафы гео появились вместе с изменениями персонажа Джун Ли, которые решили проблему, связанную с его низкой способностью в поддержке. Игроки надеются, что нечто подобное произойдет и с элементом электро, увеличив его урон и совместимость с другими типами стихий. Однако есть и игроки, которые не верят, что Бал нуждается в бафах, поскольку с момента ее выпуска прошло совсем немного времени. Они считают, что идеальная команда с Бал все еще тестируется, и что ее сила очень высока. Хотя многие из этих игроков по-прежнему просят сделать баф для электростихии. Похоже, что Бал еще долго будет собирать вокруг себя шумиху. Судя по тому, что сейчас происходит на китайских форумах, и как негодуют игроки по поводу плохого резонанса с электростихией, Михуё, скорее всего, сделают небольшой баф электростихии. Тем более опыт разработчиков в плане бафов уже был, так как было сделано с геостихией в обновлении 1.3. И никто из игроков баф геостихии не хейтил и не обсуждал, так как это было очень полезной и приятной новостью. Как по мне, Бал неплохая, особенно со своим 5-звездочным копьем. Она спокойно будет закрывать весь сюжет игры, но в бездне ей явно не будет хватать резонанса с другими стихиями для более крупного урона. Надеюсь, разработчики сделают что-то похожее, как было сделано со стихией Гео. А сейчас остается только ждать, как Бал изменится с течением времени. Спасибо тебе большое за просмотр. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал, если данное видео тебе понравилось. Ну и если у тебя есть вопросы по Геншину, добро пожаловать в наш дискордик по ссылочке в описании. Жду тебя там. Спасибо тебе еще раз за просмотр, приятного тебе дня и, как говорится, до новых видео. В каждой катке, в каждой теме есть один такой. Некто еще